Почему я решила это сделать видео, я вам объясню. Потому что когда я задалась вопросом о том, что мне может потребоваться, как надо себя вести, что брать, чтобы было все в порядке, я ничего не нашла. Есть какие-то видосы где-то с отрывками, все по отдельности. Ну, я этого не делала ни разу, видите, у меня получилось. Это уже хорошо, это значит, что можно ехать на рыбалку. Всем привет, друзья! Меня зовут Юля, вы на канале Контрольная рыбалка. И сегодня я хочу вам показать, как я собираюсь на ночную зимнюю рыбалку. Те, кто смотрит мои видосики, видели, в какой палатке я провела 12 часов. Посмотрите, пипец! Как она выстояла вообще! Ужас! Посмотрите. И первое, что я для себя уяснила, что на своем комфорте, на своем здоровье и на своем увлечении лучше не жалеть денег, потому что это оборачивается плохими последствиями, можно так сказать, либо дискомфортом каким-то. Пол я купила, потому что когда вы установите в палатку теплообменник, скорее всего, то, что у вас будет находиться внутри, а температура может такая быть комфортная, 20-25 градусов, 15, кому как удобно, у вас начнет все таять, естественно, начнет подниматься вода. С этой стороны идет покрытие, которое не пропустит влагу. По поводу там каких-то определенных технических характеристик по поводу пола я не буду вам ничего рассказывать, потому что это все рассказывает сама компания Митек на своем канале. Очень достойно, все смотрела, все было понятно. Смотрите, классно, что комплектуется пол вот таким вот чехлом для переноски на молнии. Вот так вот называется. Здесь вот чехол, он получается, он у меня по какой-то причине он у меня все равно длиннее, чем сама палатка. Но это и хорошо. Почему? Потому что для того, чтобы установить палатку, мне необходимы колышки для того, чтобы ее, допустим, зафиксировать где-то. Возможно, тросы, чтобы растянуть, чтобы если сильно, не всегда же правильно хорошая погода на рыбалке. Как показывает практика, зимой пурга очень часто, сильный ветер. Взяли сюда, доложили все, что вам надо. Весит, конечно, палатка дофига. Весит она 16,2 килограмм. Мы-то легких путей не ищем, комфорта хотим, поэтому будем все грузить сами. Тем более я в интернете видела, что многие люди так делают. Люди, которые хотят достойно проводить свой отдых, им все равно на вес. Рыбакам вообще все равно на вес, все равно на всякие вот эти вот проблемы. Мне кажется, чем больше проблем, тем лучше. Обратите внимание, как хорошо вот здесь вот фурнитура сделана. Вы посмотрите на эти... О! Ну да, ну, блин, мне кажется, вообще идеал. Отличный замок. Так. Ну да, можно просто вот так сделать. Оп. И на видосах я смотрела, что первое, что делается, это она растягивается вот здесь и сверху за вытяжку такую. Сейчас. 2 секунды. Я должна это сделать сама.
Вот я уже, да, как пользователь, я бы сделала бы еще по дополнительному фиксатору вот здесь к полу, чтобы тент не болтался. Тогда бы было бы гораздо удобнее. Получается, потому что внутри немножко будет болтаться юбка. Оно-то не критично, но просто, наверное, все-таки было бы немножко удобнее. Оно тогда бы хорошо зафиксировалось. Я уже понимаю, что мне, допустим, учитывая то, что я уже походила по палатке, и если вы захотите ходить здесь босиком после того, как нагреете, вам надо какую-то щеточку, которой можно будет отсюда вымести весь лишний снег. Сразу на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что есть вот такая вот широкая юбка, которую можно вот так вот поприкидывать снегом, и она будет очень хорошо изолировать нас от ветра и исключать попадание снега внутрь палатки. Есть вот такие вот петли для установки этих вертышей и растяжек. В самом моем поле, который я купила комплектный, тоже есть вот такие вот пластики с растяжками. И можно натянуть даже пол, что исключит его скольжение, возможное, которое может быть в палатке. 8 петель для растяжки на самой палатке и 4 петли для растяжки на полу. 8 плюс 4, 12 вертышей. Комплектов вам 100% надо иметь, если вы не хотите, чтобы у вас унесло вместе с ветром. У палатки есть два вот таких вот окна. Окна у нас расстегиваются снаружи. На липучке они. Так вот мы это все дело делаем. И вот здесь вот эту шторку. Если вы хотите, чтобы попадал свет к вам в палаточку, это можно закрепить. Дальше здесь идет как такое вот окошко. Окошко фиксируется тоже на липучке. Его тоже можно вот таким образом отлепить. Так окно открытое выглядит снаружи. И вентиляционное отверстие с козырьком. Светоотражающие элементы. Вот, кстати, сразу не обратила внимание только сейчас по сборке. Небольшая проблемка возникла вот здесь с каркасом при разборке. Пришлось вдавить вот эту вот стену и выровнять вот эти вот, потому что они были неправильно собраны. Обращайте тоже на это обязательно внимание, чтобы палаточку не сломать. Вход. Таких два с противоположных сторон. С двойным замком. Здесь у нас второй вход, который идет на двух вот таких вот замках с такими вот фирменными собачками и хлястиками от ЮТ. У тента, который идет внутри, у него тоже вот так вот расстегивается это все дело. Оп, сейчас посмотрим. Тоже двухсторонняя молния у тента. С одной и со второй стороны вы можете вот так вот это дело все вот так вот собрать и на хлястик с кнопкой закрепить и проветрить палатку при необходимости. С этой стороны нашего куба тоже находится окно. То окно, оно снимается внутри. Поэтому, когда доберемся до внутреннего тента палатки, это тент там дальше, то я покажу, как оно работает. Дополнительное вентиляционное отверстие здесь сделано. И вот здесь вот он. Я не знаю, что там за материал. Это все дело на липучках. И оно удобно вот так вот фиксируется все. Логотипы. И все получается. И вторая дверь. Теперь я вам покажу, что у нашей палатки будет внутри. Подвесной вот такой вот мешок для тех вещей, которые должны оставаться в тепле. Полка, которая у вас идет, вот это вот центральное в комплекте, она оснащена хлястиком с вот таким вот пластиковым, тоже хлястиком, можно так сказать. И здесь вы можете подвесить какое-то свое осветительное оборудование. Здесь у нас центральное вентиляционное окно. Если вы хотите, можно вот так вот закрыть, если очень холодно. С двух сторон симметрично расположены окна у палатки. Тоже они закрываются, раскрываются, видите, на замочке. Оп-оп-оп-оп-оп. Тоже на липучке можно прикрепить.
разместить второй подвесной карман, либо поменять месторасположение того, который идет в комплекте. Так выглядит второй вход в закрытом состоянии. Значит, вот здесь вот в комплекте идет еще с палаткой самой два навесных кармана, которые крепятся на вот такие вот кнопки на эти. Можно положить то, что вам нужно, то, чем вы будете пользоваться. Вот здесь тоже такой вот кармашек. Все, вот этот вот кармашки эти предназначены для удочек. Вы можете здесь комплект удочек разместить своих, либо шумовку, все что угодно, посуду, что хотите. Дополнительно можно приобрести такие карманы, потому что вот здесь вот с каждой стороны палатки вот есть еще такие вот места. Друзья, смотрите, в чем я ошиблась. Я ошиблась с направлением лунок. В идеале было бы, если бы лунки были здесь, там, где я буду устанавливать теплообменник. Вот отсюда теплообменник будет сосать воздух. Вот сюда в окно он будет его выводить. А лунки я разместила здесь. Получается, я теряю полезное пространство палатки. Вставляется она вот в таком вот чехле для переноски. Так, это какая-то хрень. Сейчас разберемся для чего. Извиняюсь за выражение, но я просто первый раз сейчас буду ее собирать. Сейчас мы все достанем. Так. Посмотрим на липучку, насколько оно удобно все и инстинктивно делается. Блин, ну видите как пришлось дать напругу немного постоянно. Мне подсказали, если вы смотрите это видео, вам потом это будет сделать гораздо проще, потому что я вам подскажу. Мне подсказали, я подсказала, вы кому-нибудь тоже подскажете, как это сделать. Сюда посмотрите. Смотрите, где болт ходит. Посмотрите. Видите, сейчас мне придется опять сверху залезть, дать эту напругу. Пошло, мой хороший. Намочила ноги. Советую брать наколенники, потому что без ползания на коленях, конечно, собрать будет тяжеловато. Либо берите с собой обязательно сменную одежку, чтобы потом не замерзнуть. Нормально. Для установки теплообменника первое, что вам потребуется, это подставка какая-либо, либо поднять немного теплообменник над полом. Так как пока у меня нету специальной подставки, я устанавливаю просто деревяшку. Это будет, как бы сказать, мы же не едем еще на рыбалку. Вообще лучше, конечно, чтобы оно было где-то по длине, как ваш теплообменник. Для того, чтобы нагревать теплообменник, который вы купите, вам необходима газовая плитка. У меня это плитка Гефест, она старого образца. Но этого недостаточно. Мне потребовалось обратиться к человеку, который ее до конца модернизировал. Нужно еще шланг. Вообще желательно, я смотрела в интернете, рекомендовали, чтобы длина шланга была где-то 1,5 метра. Потребуются обязательно вот такие вот зажимчики, которые фиксируют шланг здесь, на самой плитке, и фиксируют шланг на газовом баллоне.
Следующее, что вам потребуется, это, естественно, теплообменник. Теплообменники бывают самодельные, теплообменники делают различные производители. Все это уже зависит от вашего достатка, от того, насколько вы хотите, чтобы мощным был обогрев палатки. Теплообменника получается сборные вот такие вот ножки. Отлично. Вот я его разбираю. А вот здесь вы можете увидеть все вот эти вот сами трубочки, которые будут нагреваться. Следующее, то, что вытекает из того, что вам потребуется, обратите внимание. Я, кстати, не думала, что все так сложно. Я думала, ну, купил, ну, там, подключил газовое укрытие, оно все нагревается и работает все там от газа. Нет, ребята, нифига. Вот ваш провод, необходимо подключить к чему? Подключить к аккумулятору. Вот здесь вот у нас сзади идет крутелка, и получается, она регулирует мощность забора холодного воздуха из палатки. Вот. Как хотите, так и обогревайте. В принципе, мне все понятно. Теперь я чисто для себя логически понимаю, что из проблем, которые могут возникнуть у вас при обогреве палатки: А. Это сесть аккумулятор. Б. Это сломаться вентилятор. С. Это замерзнуть газовый баллон. Еще вам потребуется вот такая вот фигня. Наверное, это редуктор, который устанавливается на газовый баллон. У меня он 12-литровый и сбрасывает на выходе давление из него. Еще вам потребуется труба, которая будет присоединяться вот сюда, для того, чтобы у вас выходил угарный газ из палатки. Опять-таки, материалы выбираем сами, длину трубы выбираем сами, это кому как удобно. Забыла сказать, следующее, что потребуется, это в обязательном порядке, вне зависимости от того, как вы безопасно все хорошо купили, сколько денег на это потратили, обязательно покупайте датчик угарного газа. Безопасность на зимней рыбалке прежде всего. Очень много людей угорают в палатке, поэтому запомните, что простые плиты с открытым огнем, они действительно эффективны для того, чтобы нагреть воздух палатки, но они сжигают весь кислород, выделяется угарный газ, и люди угорают, ну, буквально там за за час, за 2 часа. Появляются первые симптомы. Хорошо, если вы не спите и вышли из палатки подышать. Но если вы вдруг кимарнуть легли, вы можете просто-напросто уже с рыбалки со своей зимней не вернуться. Я пересмотрела кучу видосов с использованием теплообменников. Не ставьте баллон близко к теплообменнику. Именно поэтому нужно шланг подлиннее. Не только потому, чтобы вам можно было подальше разместить, а для того, чтобы у вас нафиг не рванул баллон. Нагреется баллон, бомбанет, и что тогда? Тоже смотрела видосики всякие рыбаков, которые уже не раз были на ночной рыбалке, и они всегда советуют, чтобы в комплекте были такие запасные. Почему? Потому что если начнет стравливать, ну, точнее не стравливать, а утечка газа начнется, вы можете отравиться. Газ у вас будет идти вот отсюда. Вот, сейчас там закрыто. Вы берете свою прокладочку, я так предполагаю, вот сюда дело. Вот так будет правильно. Точно какой стороной, наверное, любой можно стороной ставить. Теперь я понимаю, зачем может потребоваться